Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. Николай Азаров на связи прямо сейчас. Николай Янович, приветствую вас. Добрый день. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь, что откликаетесь. Прямой эфир — это возможность пообщаться нам с вами, то есть в финальной части нашей сегодняшней программы, как всегда, можно задать свой вопрос, это можно сделать несколькими способами. Первый — это клуб зрителей Шелеста, там есть анонс нашей встречи, собираются вопросы, уже некоторые пишут. Второй — абсолютно открыто в клубе, ну, не так, как в клубе, да, в сообществе YouTube, там тоже анонс встречи, и уже люди задают вопросы. И в чате трансляции в самом финале, поэтому напишите, ну, приберегите вопрос, а напишите его в самом конце, пообщаемся с вами, попробуем на ваши вопросы ответить точно так же. Спасибо за лайк этой трансляции. Все вживую, 15 часов у нас по Киеву и Москве, 25 число июня. Это для тех, кто постоянно пишет в комментариях: «Шелест, ну называй же ты дату, когда это все происходит». Начнем наш разговор с опроса чата трансляции. Голосуйте, в конце подведем итоги. Значит, что по итогам войны, как вам видится сейчас, по состоянию на сегодня, вернется к Украине? Вариант ответа: в части, которая вне Конституции России, то есть это там плацдарм Сумская область, Харьковская область, часть Днепропетровская, то есть вот то, что не там, да, юридически, вот это в принципе и вернется. Второй вариант: Крым и юг. Очень много сейчас разговоров о том, что там и американцы как бы в бюджет внесли пункты, что юг и Крым, как бы вот война за Крым будет, и будет возвращать Крым любыми путями. Но если не Крым, то южная точно территория, потому что Стамбул-2, он об этом. Третий вариант: Донбасс будут возвращать. Ну, то есть все равно будет драка за Донбасс, и будут возвращены определенные территории. И, в общем, вот такая будет война, и как бы станет все, возможно, на границах 22 года, а возможно и о границах 91-го сейчас тоже говорят. Ну, или ничего не вернут, еще есть риски и шансы потерять территории. Вопрос про территории. Николай Янович, сейчас Зеленский такую запустил интригу, ждет какого-то решения от Г7 и назвал то, что происходит в Крыму, его просчитанной спецоперацией. Отсюда уже много разных, скажем так, версий, что нацелены возвращать территории, ну а подпевалы режима Зеленского, Банковой, такие как Гордон, в общем, много вот этих блогеров, они говорят, что все, Запад дал добро и будут сейчас возвращать Крым и идти к границам 91 года. Насколько это вероятно? И что вы думаете вот сейчас, на данном этапе, о территориальных возвращениях в Украину тех или иных земель? Ну, пока нет никаких оснований так думать, поскольку на линии боевого соприкосновения ситуация меняется не в пользу киевского режима. Мы это видим на примере, например, Константиновки. Константиновка – это очень серьезный укрепленный был пункт на пути к Краматорску. Он граничит практически с Дружковкой, поэтому падение Константиновки, оно уже совершенно очевидно, открывает путь на Дружковку, а после Дружковки уже Краматорск. Ну, на мой взгляд, этот вопрос абсолютно уже решенный. Что же касается других участков, то там есть тоже продвижение определенное, и никаких продвижений, скажем, войск киевского режима практически не наблюдается, несмотря на всякие реляции, победные и так далее. Это то, что происходит на земле. То, что происходит в воздухе, ну, да, достаточно сложная ситуация, поскольку большое количество передано киевскому режиму и беспилотников самолетного типа, и управляются эти беспилотники, в общем-то, скажем, достаточно современными, или, там, может быть, даже назвать их очень современными системами типа Палантир там, и так далее, предоставляют все данные разведки космической, удается обходить системы ПВО, и, в общем-то, какой-то определенный ущерб наносится, ну, прежде всего, конечно, Крыму. Хотя и на территории России есть удары. Но, как известно, скажем, даже обладание каким-то определенным временным преимуществом в воздухе, оно никогда не приносило полностью удачу на земле. Должны быть, скажем, хорошо закреплены успехи на земле.
Что он имеет в виду по поводу какой-то операции, которую он якобы обсуждал на G7, и якобы там сейчас в подвешенном она состоянии находится? Ну, представьте себе, вот недавно опубликованы материалы хакеров, которые взломали систему ВСУ, Вооруженных сил Украины, и получили данные о потерях за 4 года вот этой вот так называемой операции. Они приводят данные, которые у меня, вообще говоря, вызывают глубокую тревогу за будущее Украины. Потери, как они пишут, превысили 2 миллиона 400 тысяч человек. Вот вдумайтесь только в эту цифру. 2 миллиона 400 тысяч человек. Что он там, этот Зеленский, вещает? Допустим, это, скажем, в какой-то степени, может быть, общие потери. Вот я даже эту цифру не могу расшифровать. Там написано «потери». Я пытаюсь найти какое-то логическое разъяснение этой цифры – 2 миллиона 400. Может быть, это общие потери, включая санитарные потери, например, раненых, которые выбыли из строя и записаны в потери. Безвозвратные потери, которые, значит, слагаются из погибших на поле боя, из, значит, пропавших без вести, так сказать, и о которых никакой информации нет. Ведь смотрите, при обмене, например, телами военнопленных, там, Россия передает там, 10 тысяч или 20 тысяч, получает, значит, тел военнослужащих украинских, а получают взамен 36-35. Ну, вот это что-то должно настораживать кого-то. Таких пропорций вообще никогда в жизни не было и не могло быть бы, если бы киевский режим хоть по крайней мере занимался бы тем, что боролся за своих раненых, боролся за своих захоронения погибших и так далее. Но в любом случае, если даже вот эти цифры с точки зрения безвозвратных потерь, да, еще миллиона не нашли дезертиров, но я добавлю сюда, что более 15 миллионов человек уехало из Украины за это время. 15 миллионов. Речь идет не о 5 тысячах, не о 10 тысячах, не о 100 человек. 15 миллионов. 2 миллиона 400 потери. О чем этот Зеленский вообще рассуждает? О какой Украине он рассуждает? Я понимаю, что G7 – это все бессмысленно, бесполезно, их это абсолютно не интересует. Они говорят, воюйте до последнего украинца. Но я вам цифры называю жуткие. И куда еще дальше воевать? Теперь давайте все-таки вернемся к ответу на ваш вопрос. То, что я сказал, это же отвечает на какой вопрос? А если резервы? Ведь без резервов никакие наступления вообще реально невозможны. То есть где-то должны быть сосредоточены крупные, серьезные резервы, так, с помощью которых можно вести там, какие-то серьезные наступательные, десантные операции. Где они? Их нет, потому что все, что, значит, происходит на территории Украины, все, так сказать, запечатляется спутниковыми, значит, съемками и так далее в режиме онлайн. То есть все абсолютно видно. И если бы такие резервы были где-то сосредоточены, накапливались бы, ну, они были бы уничтожены, во-первых, сразу же. Во-вторых, значит, их бы было видно, и тогда можно было о чем-то говорить. Словом, на мой взгляд, идет сейчас нагнетание вот этой ситуации, связанной с определенными успехами, ну, можно так в кавычках назвать успехи, прежде всего, конечно, в беспилотных атаках на Россию причинен определенный ущерб, положим, нефтеперерабатывающей промышленности России. Созданы проблемы со снабжением там, топливом, например. Есть такие проблемы? Да. Вот какой-то представитель Украины говорит, 40% нефтеперерабатывающих производств выведены из строя. Ну, кто их считал? Как он мог, этот представитель Украины, оценить огромные комплексы нефтеперерабатывающих? Ну, какой-то отдельный блок, конечно, может быть поражен. Сейчас там идут ремонты. Сложный ремонт, потому что сложное оборудование, иногда импортное. Есть проблемы с этим заменом этой оборудования. Ну, как оценить, насколько вот этот комплекс выведен из строя? На 5%, на 0,5%. На 40%, на 40% невозможно, потому что это что же из космоса все видно? Все же эти огромные объекты. Словом, здесь больше пропаганды. Хотя, еще раз подчеркиваю, я вовсе не упрощаю ситуацию. Вовсе не упрощаю.
Но больше я вижу здесь пиара, пропаганды, так сказать, влияние на настроение людей. Ведь в России сейчас проходит подготовительная кампания к выборам. И поэтому вот сейчас создать вот такие проблемы, что мы все победили, там Трампа убедили, значит, он тоже, так сказать, все за нас, будем дальше давить. Ну, давите дальше. 2 400 000 вас, так сказать, как-то не смущает. Давите дальше. Но это приведет к тому, что через год, через полтора вообще от мобилизационного ресурса ничего не останется. Вот я примерно прикидывал, да, если по 400 000 каждый год мобилизовать, то к 2029 году мобилизовать будет некого. Просто никого. Вот и все. Что там этот Зеленский? Пусть вот выйдет так же, как я, и разложит, что население Украины составляет, например, 22 миллиона человек на сегодняшний день. Из них людей мобилизационного резерва, то есть в возрасте от 23 до 60, примерно около 6 миллионов. Это я считал на дату, значит, конца 2025 года. Сейчас меньше значительно. Потому что мобилизация проходила, потери проходили. Ну, предположим, да, 6 миллионов. Да, делим сразу пополам, потому что не все, которые, так сказать, являются мужчинами с 23 до 60 лет, годны просто-напросто по состоянию здоровья. Остается 3. Так? Ну и все. А кому-то надо же работать еще вообще на полях, на станках, обслуживать, значит, систему управления и так далее, и так далее. Ну, из этих вот, может быть, в лучшем случае миллион, там 1 200 000 останется. Но после этого работать на Украине будет некому, физически некому. Так что вот, пожалуйста, пусть он приведет такие расчеты, или пусть скажет, что вот где-то в чем-то эти расчеты неправильные, что на самом деле у нас население, значит, Украины сейчас не 22, не 24 миллиона, а 35, например. Но пусть посчитает. Есть же потребление электроэнергии на душу человека, потребление хлеба на душу человека, потребление муки. Все же это я считаю, а он нет. И я ему элементарно докажу, что никаких 35 миллионов реально на территории Украины нет. Потом, общее потребление электроэнергии на Украине вот сейчас составляет, если в мощностях оценивать, 12 000 мегаватт. Всего-навсего. Всего-навсего. Из них около 10 это, значит, атомные станции. А для того, чтобы обеспечивать работу большой страны с населением там, в 35, там, например, миллионов, минимум нужно 18 000 мегаватт. Поскольку 18 000 мегаватт нет, значит, населения такого нет. Вот и все, простые же расчеты. Абсолютно. Так что, Александр, значит, вот так я удивляюсь, вместо того, чтобы говорить о мире, говорят о каких-то возвращениях к границам 91 года. Это что, костьми уложить всех, полностью уложить. Потом надо же иметь в виду вот что речь идет о столкновении, но прежде всего с державой, одной из, ну, две державы в мире, которые обладают таким потенциалом ядерного оружия. И оружие массового поражения, не только ядерного, но и другого оружия, которое обладает эффектом не меньшим, чем ядерное вооружение. Но как, вот поставьте себе на месте любого руководства страны, если создается угрожающая ситуация, они что, будут дальше смотреть вот просто так и наблюдать, как кто-то что-то там делает или говорит? Я не буду конкретизировать, сами догадаетесь, сами додумаетесь, какое решение будет принято. Это в чьих интересах? Ну, Может быть, интересанты есть. Их, в принципе, сейчас становится все больше и больше, ну, легко, все более легко вычислить. Особенно порадовало, ну, как в кавычках порадовало, имеется в виду, порадовало прозрением, да, ситуация, когда из кредита Украине забрали 6 миллиардов и сказали, это мы забираем, дроны будем покупать для Украины. То есть внутри Украины идет борьба очень серьезная за то, кто сядет на этот поток дроновый, где наценка, товары, ну, то есть можно взять, можно процентик сбить, вот таким вот образом. А это забирает себе Европа, как бы говоря, что, ребята, вы там с вашими Федоровыми, там, Стерненками, вот этими всеми товарищами, притулами, это все хорошо, но деньги будут у нас. А вы будете возить, и мы будем, получается, это все дело оплачивать на предприятиях совместных или там украинских на территории Европы будем это все производить и вам отправлять. То есть
финансовый рычаг, капельница финансовая у европейцев, и на местах уже как бы сильно не попилишь. Ну вот что означает эта новость. Ну вот по поводу людей вы привели вот эти цифры, конечно, их все назовут пропагандистскими, и ПСО, нереальными и так далее, потому что официальная последняя цифра, которая Зеленским была озвучена, была там 54 тысячи. Сырский, 48. Александр, 48 он называл. даже 48. Понимаете, Сырский вышел и говорит, нужны новые бригады, потому что Россия планирует расширять фронт за счет Беларуси. Только-только вчера закончили, так сказать, время ультиматума Лукашенко, а теперь новые бригады, потому что, смотрите как, ну, попрут из Беларуси. Как вы, ну, с вашим видением ситуации, распаковываете вот этот вот ультиматум, ситуацию с ретрансляторами, которые якобы работали, наводили дроны российские, чтобы убивать украинских мирных жителей, а потом после ультиматума Лукашенко их выключил. Ну, выключил, получается, что и воевать Украина теперь с Белоруссией не будет, и бить по территории Беларуси не будет. Зеленский отскочил от этой темы. Почему? Ведь ровно вчера же еще Латушка там включали по телемарафону белорусского оппозиционера, который говорил, что вот, накоплено у Лукашенко, сейчас как пойдет на Киев, как пойдет на западные области. Что означает эта ситуация? Отвлечение внимания? Ну, не кажется. Какие-то есть, может быть, подводные камни, которые там сверху не видно. Александр, я, значит, буквально вернусь от вопроса о численности, да, потому что, ну, значит, вот он же сам вот, врет в необыкновенных масштабах. 48 тысяч он озвучил цифр потерь, хотя количество тел, переданных России вот за это время, составляет около 100 тысяч уже. Какие это пропаганда? Это ж каждый раз эта цифра согласовывается с украинской стороной. И в информационных массивах появляются данные. Обменяли 20 тысяч на 300 тел, обменяли 10 тысяч на там, 15, ну и так далее, так далее. То есть уже в течение 2 последних лет эти цифры много раз появлялись. И просто суммируя, мы получаем, что откуда же они взялись, что это за тела. Это с одной стороны. С другой стороны, для тех, у кого вообще мозги работают просто-напросто. Вот 400 тысяч в год, они регулярно отчитываются о мобилизации. То есть регулярно мы с вами слышим в 23-м, 24-м, 25-м и уже за первую половину 26-го года о том, что вот мобилизация, ну, где-то превышает 400 тысяч, где-то 450, где-то около 400. Но помножьте на 4 года, это миллион, сколько получится? 600? То есть 1 600 000 мобилизованных. Зададимся простым вопросом. В начале СВО была численность около миллиона. Ну, там, грубо говоря, без столовиков 700 тысяч. И сейчас 700 тысяч. Так куда же делся этот 1 600 000? Вот куда он испарился? Ну, может быть, часть испарилась там, не знаю, в кого. Это как дезертиры там и так далее. А куда делись вообще они? Из кого комплектовались бригады? Бригады те же самые существуют. То есть это означало, что убыль компенсировалась, так? А куда тогда, что это за убыль? То есть совершенно очевидно, что вот эти цифры, вот те, которые называю, я еще раз повторяю, что я засомневался вот в этой хакерской информации, 2 400 000. Почему засомневался? Ну, потому что даже мне не хотелось верить в эту цифру. Я решил вот так эту цифру поизучать и стал ее структуризировать. Сказал, что вот тут может быть санитарные какие-то потери, может раненые и так далее. Мне даже не хотелось в нее верить. Но цифра, то, что она, потери безвозвратные, превышает 1 200 000, 1 400 000, это абсолютно очевидно. Так что вот я вернулся специально, повторил, пусть кто-то меня опровергнет. Вот скажет, что ты не прав, что 400 тысяч мы туда направили, сюда направили, все они живы-здоровы, и вот 1 600 000, все эти мобилизованные живы-здоровы, где-то находятся. Пусть расскажут, ведь никто об этом ничего не говорит. Теперь вернемся к вашему вопросу. Ну, во-первых, смотрите, по Белоруссии. У меня никакой информации насчет вот ретрансляторов не было. Так?
И поэтому судить об этой истории с трансляторами можно только исходя из сообщений самого Зеленского. Что вот он угрожал: уберите, не уберете, так сами уберем и так далее, и так далее. С тех пор никто абсолютно из официальных лиц Белоруссии не опроверг, не подтвердил эту информацию. Да? Ну, на кого? Вот кому верить? Верить человеку, который говорит, что у него потерь 48 тысяч? Вы верите до сих пор? Вы что, уже в Европе оказались? Он же вам обещал Европу, обещал мир. В мире и в Европе. Кому вы верите? Поэтому, Александр, я, откровенно говоря, даже не хочу особенно скажем, обсуждать эту тему до тех пор, пока мы не получим реального какого-то живого, твердого, правдивого подтверждения этой информации. Что касается Лукашенко, ясно совершенно, что Лукашенко не хочет втягивать Беларуси ни в какой конфликт. Совершенно очевидно. Ясно, что он является, Беларусь является союзным государством с Россией, достаточно мощные крупные связи. Ясно, что в случае, если бы Зеленский что-то осмелился сделать, то, безусловно, Россия бы ответила. Вместе с Белоруссией ответила. Кстати, Белоруссия тоже достаточно серьезная армия и достаточно серьезные средства поражения, поэтому там мало бы не показалось. А если он собирается открывать новый фронт, то это дополнительно потребует минимум 300-400 тысяч военнослужащих. Вот где он их собирается брать? Вот он сейчас Крым что-то собирается там, да? Вот скажите, чтобы Крым взять, сколько надо, как минимум? Одно дело высадится там десант на какой-нибудь Кенбургской косе, высадит там 100-200 человек, которые будут на другой день уничтожены все, до последнего солдата. А совсем другое дело Крым. Вот. Если он там куда-то собирается какую-то десантную операцию проводить. Или на Белоруссию пойти. Слушайте, это надо быть совсем сумасшедшим. Что же касается Запада, я не думаю, что Запад вот так все без разговоров поддержит. Вот вы упомянули, что на 6 миллиардов на беспилотники они выделяют. А вот я вчера читал информацию, что Европейская комиссия эту информацию проверила. Они хотят эти 6 миллиардов разделить на 2 транша и пустить на выплату заработной платы, там, повышение, то есть на финансирование дефицита киевского бюджета. Вот. И отложили. Там что-то собираются уменьшить до 1 миллиарда. Точно пока нет цифр, идет обсуждение. Во всяком случае, с деньгами не все так гладко, как хотелось бы киевскому режиму. Понимаете, тут как бы деньги деньгами, но здесь еще есть такой очень, вот вы говорите, Запад, да, аспект. Но Запад надо как-то вот делить, кто есть кто. Вовсю пресса пишет, что у Трампа поменялось мнение, а вот во время нашего эфира появляется там свежая цитата, заявление Рубио. Значит, на саммите на Аляске были только лишь предложения, а не соглашения по завершению войны. На Аляске было сделано лишь предложение, соглашения там никогда не было, сказал госсекретарь США и добавил, что США, конечно, готовы играть конструктивную роль в урегулировании. Слушайте, тогда если там вокруг только лишь предложения, никаких там договоренностей не было, то с чем носится тогда Россия, как бы окутывая это в дух Анкориджа? Вот смотрите, значит, я ни разу не слышал за этот год, прошедший с момента, встречи в Анкоридже, чтобы со стороны России или кого бы то ни было говорилось о заключении какого-то соглашения. Во-первых, это невозможно по временным рамкам. Соглашение – это документ, который всегда подписывается, всегда проходит определенную подготовку на, скажем, техническом уровне, потом на высшем уровне. И любое соглашение, мы сейчас видим, как Иран, там, например, с американцами подписывает какое-то соглашение. Пока никакого соглашения он за все это время с американцами не подписал. Подписал он только меморандум, то есть памятную записку о алгоритме наработки соглашения. И все. Так? Поэтому опровергает Рубио то, чего вообще не было и не могло быть. Вот что он опровергает? Соглашение. Кто за это соглашение хоть когда-нибудь говорил? Трамп не говорил. Руководство России не говорило. Текста мы не видели. Мы слышали только определенные пункты, какие можно положить в основу
возможного соглашения. Все, больше ничего. Поэтому, знаете, что вот, к большому сожалению, американская администрация, как в первый срок Трампа, так и сейчас, является несистемной администрацией. И Рубио никогда, в общем-то, дипломатом не был, если посмотреть его биографию. Так, не знаю, какие он там документы когда-либо вырабатывал, хотя он уже 1,5 года находится на посту государственного секретаря, но что-то мы пока не видели, не слышали никаких документах, которые исходили бы из Госдепа вот в таком высоком ранге, как соглашение, какой-то документ, договор. В основном все работает администрация Трампа. Вот даже если печально взять известные договора о минеральных ресурсах, которые подписаны были с киевским режимом, вы там видели, чтобы там кто-то из Госдепа как-то участвовал? Я не видел. Документы абсолютно сырые. Почему я об этом говорю? Потому что мне приходилось работать с Государственным департаментом Соединенных Штатов. Там квалифицированный средний персонал, который не меняется при сменах власти. Они прекрасно понимают различия между документом, именуемым меморандумом и соглашением или договором. Но вот они как-то в процессе вот этих всех переговоров, значит, Трампом, отстранены в какой-то степени от заключения или подготовки мирного соглашения по России и Украине. Там в основном участвует Уитков, там его друг, участвует Кушнер, его зять. А Рубио-то, в общем-то, как-то отодвинут от этого дела. Да? И, по-моему, его не было ни в Анкоридже. Ну, словом, короче, вот мы опровергаем то, чего не было, не могло быть. Вот это, к большому сожалению, беда рассуждения о том, какая же политика. Изменил Трамп свою точку или не изменял. Он много раз что изменял. Много раз высказывался абсолютно, значит, противоречиво по отношению к предыдущим своим высказываниям. Поэтому трудно судить сейчас в какой степени. Важно то, что Америка с приходом Трампа не изменила свою позицию относительно поставки вооружений на Украину. То есть оно изменило форму оплаты. Если раньше поставлял бесплатно, то с приходом Трампа, значит, Трамп потребовал за все платить. Вот единственное кардинальное изменение. А с точки зрения содержания, наполнения поставок, да, все поставляется в полном объеме. Да, кстати сказать, сам и Трамп-то сказал, что вот все якобы успехи, ну, слово якобы это мое, прошу прощения, но он сказал про успехи, а я сказал бы якобы успехи, значит, киевского режима сейчас вот объясняются тем, что мы поставляем им самые великолепные, самые наилучшие в мире, в нем всегда превосходной степени, оружие и так далее, и так далее. Во всяком случае, еще раз подчеркиваю, что оценивая реальные успехи, надо всегда обращаться к той теме, которая является главной продвижения на земле. И о чем говорить, если вы теряете Константиновку, а дальше потеряете Краматорск, то о каком возвращении к границам 1991 года вы говорите? Давайте посчитаем на пальцах ваши возможности, ваши ресурсы и так далее. И скажем так, что пора заключать мир, потому что мирное соглашение, потому что как готовит киевский режим Украину к зиме, пусть даже 22-24 миллиона, это не 45 миллионов, как было при нас, но тем не менее это требует значительного количества угля, газа, нефти, запасов, битума, там, дизеля и так далее, труб, насосов, генераторов и масса всего прочего, чтобы зима не оказалась неожиданностью. Потому что зима, если к ней не подготовиться, это колоссальная жертва и лишение людей. Вот сейчас о чем надо подумать. Вот вы зиму переживете с таким состоянием энергетики. Это же, еще раз повторяю, Россия пока не трогала основной ресурс энергетический Украины. Не трогала. Так? А если дальше будет эскалация, то кто может гарантировать, что этого ресурса Украина не лишится? А если она лишится этого ресурса, что такое 2000 мегаватт на Украине? Это ничего. Это полный блокаут по всей стране на долгие-долгие месяцы. Я это говорю, зная, что говорю. Кто-то может мне возразить, пусть возразит. Ну, поэтому Зеленский, собственно, и хочет воевать до зимы. Ну, то есть до зимы
и вот сейчас какой-то план, чтобы Путин взял и, в общем-то, согласился по линии боевого соприкосновения, ну, там поднимают ставки, а может и не по линии боевого соприкосновения, но до зимы. А если нет, ну, тогда он рассчитывает на зимний пакет помощи, ну, то есть на новые деньги из Европы. Об этом он сам Зеленский заявлял, и, в принципе, Урсула не против. У них вон какая замечательная переписка, отношения, как они там Стармер нашли общий чат, как они, в общем, его готовили к встрече с Трампом. Ну, такая очень скандальная, темная история. Но если вернуться к России, да, вот вы говорите, Россия там не трогала. Медведев как бы усомнился в легитимности Зеленского и говорит, что гарантии ему, ну, потому что нет легитимности, собственно, испаряются, и непосредственно, как бы многие считали это как такая, ну, очередной намек Медведева на, в общем-то, ликвидацию верхушки в Киеве. Но Медведев тоже намекал, там юридический форум был вчера, и он говорит, что бить будем и по заводам, которые в Европе, это якобы там юридически, в общем, позволено, да, и не должно, в общем, запустить никакие пятые статьи, никаких там нападений, а вот именно по производственным мощностям, которые размещены украинцами с европейцами вместе на территории Европы, это вот тоже как бы можно. Мы сейчас заперты в отсутствии ответа российской стороны. Смотрите, то есть нам как говорили, будут регулярные удары по Киеву. Регулярных как бы нет. Ну, вот таких. Сейчас все сводится к точечной борьбе. Выносятся тепловозные, как бы тепловозы, стоянки большегрузов. Сегодня в Запорожье был прилет. АЗС, ну, бензозаправки, да, то есть тоже. Причем там в разной географии, и Сумы, и тоже Запорожская область, Днепропетровская. То есть мы видим, это постоянно и делается перманентно. Но вот таких каких-то там шокирующих ударов возмездия Россия не предпринимает. К чему-то готовятся? Если так, то к чему? И как вы видите эту ситуацию? Ведь раньше как было? Это вот вам ответ за это, а это вам ответ за вот то. И вот все как бы вот обмениваются, и украинская сторона, и российская, вот такими ударами возмездия. Сейчас я так понимаю, что будет некий, ну, какой-то такой другой подход к вот этим ударам. И комментируя это, я попросил бы сфокусироваться вас на скрытом ущербе, о котором не говорят. Ну, то есть о фронте, территориях не говорят, это не популярно. О количестве потерь, то, что вы сегодня привели, не говорят со стороны власти украинской, но и о скрытом ущербе не говорят. Все думают, что ничего страшного, вообще бессмертная, все системы украинские, а если что-то и повредится, то европейцы быстро заткнут эту брешь евро. Александр, ну, я нахожусь в такой ситуации, когда, скажем, с одной стороны, я 30 лет работал на развитие украинского государства, на развитие благосостояния украинского народа, а сейчас он мне предлагает порассуждать, как бы сделать так, чтобы от этого ничего не осталось. Ну, я не могу рассуждать. Конечно, я знаю все слабые места, но рассуждать, тем более публично, ну, для меня как-то неэтично. Хотя надо делить Украину и киевский режим. Я это четко совершенно понимаю. Более того, я считаю, что освобождение Украины от киевского режима сегодняшнего, да, это спасение Украины. Вот в чем самое главное противоречие, которое вот сейчас меня, так сказать, и беспокоит, и, скажем, тревожит. Это самое главное, значит, противоречие, потому что, к большому сожалению, люди Киева и Украины не отождествляют, скажем, вот свои беды с тем, что эти беды принес государственный переворот, прежде всего, тот режим, который правил до Зеленского, и тот режим, который сейчас абсолютно нелегитимный, правильно Медведев говорит, уже 2 с лишним года, он нелегитимен, потому что ни одна статья Конституции не позволяет президенту без выборов находиться более 5 лет. Ни одна статья, подчеркиваю. А, кстати, вот сейчас, буквально через несколько дней, будет 30 лет, подчеркиваю, 30 лет
первой Конституции самостоятельного государства Украины. Для меня это очень такая вот новость, серьезная, потому что я принимал участие в разработке Конституции Украины, активное участие. Даже могу сейчас сказать о том, что за саму Конституцию голосовал 5 карточками тех моих коллег, значит, из Президиума Верховной Рады, которые предпочли, значит, поехать. Это же ночью происходило в основном. Поехать, так сказать, подремать. И доверили мне такую ответственность проголосовать их карточкой, в том числе и своей собственной, за Конституцию Украины. Мухлевали, в общем. Ну, не мухлевал, нет, это не мухлёж. Это наоборот, вот знаете, вот обстановка тогда, когда мы приняли эту Конституцию, была такой, что мы все были рады этому событию, потому что Конституция – это фундамент того государства, которое мы хотели построить. Государство для людей, социальное государство быстро развивающееся, в котором соблюдаются демократические нормы, права, свободы и так далее. Вот так мы были все, ну практически все одушевлены вот таким подходом, и потом вышли на ступеньки, значит, Верховной Рады и сфотографировались. У меня это есть фотография. И все для меня это очень памятное событие. Как жаль, что эта Конституция была растоптана, просто уничтожена. И сейчас Украина живет без всякой Конституции, и вот еще там что-то рассказывают о каких-то европейских ценностях. Так вот, все-таки возвращаясь к главной своей мысли, о которой я говорил. Мир, устойчивый, надежный мир сейчас прежде всего нужен Украине, прежде всего, потому что ресурсы, ну их просто нет никаких ресурсов. Если 3/4 бюджета финансируется Западом, какие ресурсы? Нет ни экономики, ни промышленности. Представим себе, что завтра прекратятся поставки, скажем, финансов, там, поставки оборудования какого-то и так далее. Все. Не будет страны просто. Вот это кто-то понимает или нет? Так Потому что поставки не нельзя. прекращаются. Понимают, но поставки не прекращаются. Теперь, а вот если вдруг прекратятся, так? Ведь, кстати сказать, поставки базируются на логистике, которая вообще действует пока, а может и не действовать. Это так, я к слову говорю. Теперь, смотрите, вот вы сказали, что вот зиму надеяться, что на Запад и так далее. А мы с вами зимой разве не видели, каким образом Запад осуществлял поставки необходимого для ремонта оборудования? Во-первых, все наши ТЭС и так далее, гидроэлектростанции, но все наши энергетические установки – это все абсолютно советского проектирования, советского производства. Оборудование изготовлялось на советских заводах, ну что-то на наших уже независимой Украины изготавливалось. Но ничего абсолютно не было западного. Но если кто-то что-то понимает в технологии, в технике, то понятно, что просто так, без всякой документации, изготовить запчасти, заменить какой-нибудь агрегат, ну, просто невозможно. Это же должна быть состыковка всего. Поэтому рассуждение о том, что вот мы завтра свистнем, а нам, да, повезут какие-нибудь там генераторы там, на 3000 киловатт, может на 10 тысяч, может на 20. Но это все чепуха по сравнению с нашей потребностью. Вот и все. Да, какие-нибудь трубы привезут, какие-нибудь кабельную продукцию привезут. Но в масштабах вот необходимых для того, чтобы восстановить все, восстановить ту вот энергетику, которая разрушена, это никакой тут Запад не поможет. Поэтому необходим мир. Прежде всего мир. И нужен этот мир, необходим. Прежде всего самой Украине. Нужен ли он России? Конечно, нужен. Но я вижу, что Россия действительно нуждается в мире. Есть проблемы в России. Но есть фундаментальные вещи для той же самой России. Ей тоже нужен не просто перемирие по линии боевого соприкосновения. Остановились, прошло 2-3 года, потом опять какие-то рьяные головы, вдохновленные каким-то очередным Борисом Джонсоном, начнут, так сказать, рваться, захватывать Донбасс. Может такое быть? А чего бы нет? Отдохнули, пережили, там подготовились, и снова началось все сначала. Вот такой мир кому нужен? Поэтому самое главное, безусловно, конечно, это смена политического режима, восстановление к тем конституционным нормам, вот которым ровно через несколько дней исполнится 30 лет, и которые могли бы обеспечить Украине благополучие и развитие.
Вот над этим надо думать, а над этим надо, так сказать, заниматься и бороться за это. Сейчас в Гданьске проходит конференция по восстановлению Украины. На нее скандально-резонансно не поехал Зеленский, потому что там орден, Белый орел, вот эта вся история, напряжение с поляками из-за УПА, название имени героев УПА в одном из подразделений сил специальных операций. Причем не перезахоронение Мельника, а вот это вот название, да, которое там отказались убирать. В общем, как бы уперлись рогом, так сказать. И вот Мерц на этой конференции делает заявление. Призыв к прекращению боевых действий в Украине по линии фронта и началу переговоров с российской стороной. Вчера Лавров говорил то, что было, в принципе, известно уже давно. Об этих планах американцев выкупить северные потоки российские, саму инфраструктуру, подлатать, отремонтировать. Там, кстати, одна ветка, в принципе, может функционировать и запускаться. И, в общем, гнать российский газ в Европу. Да, со своей какой-то наценкой, маржой. В общем, как бы восстановить это все. На фоне того, что сейчас происходит, уж очень удивительно звучит. Да? То есть, как это так? Неужели все уже задумались об этом мире? Так, может, это вся такая яркая эскалация и вот эти все спецоперации в Крыму, удары по НПЗ, сейчас вот в Уфе прилетело сегодня, и там другие, скажем так, такие заявления потужника Зеленского, это все как бы перед смертью не надышишься, и уже принято стратегическое решение заканчивать войну. Что вы знаете об этом проекте? И вот так, если разобраться по потребности и по цене ниток Северного потока, которые там выкупят и хотят американцы эксплуатировать, так может за это вся война и велась, условно, по деньгам. А смотрите, какой хороший куш приобретают американцы. Да и россияне, я так понимаю, не против. И европейцы, которые вот Мерц сегодня заявляет о переговорах с Россией, наверняка подразумевает и этот проект тоже. Или это опять желаемое за действительное? Я знаю об этой всей информации. Меня только одно смущает. Вот смотрите, через несколько, может, пару недель уйдет в отставку Стармер. Я немножко с другой темы начну, но вернусь к той теме, которую вы начали. Вот уходит в отставку Стармер. Сколько он там пробыл этим премьер-министром? Уже за 10 лет, по-моему, он 7-й или 8-й. А почему он уходит? Почему они так часто меняются? Простой вопрос себе зададим. Почему? Благополучная страна, казалось бы. И чего-то вам не сидится на посту премьер-министра. Ведь они же не сами, кстати, уходят. Скажу сразу, что ситуация как раз связанная с политикой, в том числе и Великобритании, того же Мерца. У Мерца, кстати, тоже рейтинг порядка 13%, и, скорее всего, его все-таки уйдут через буквально может быть, месяц, два, может быть, полгода. У Макрона в 2027 году очередные выборы, и он тоже уйдет. То есть, все вот эти деятели, которые сегодня определяют политику, они какие-то временные и непостоянные, и неустойчивые. Но все-таки проблема заключается в главном. Изменение политики на милитаризацию привело все-таки к очень серьезному ухудшению финансово-экономической ситуации. Уже ушло то время, когда они могли вот эти вот свои дела, я имею в виду финансирование милитаризации, там триллионы и так далее, находить на это деньги в финансовых авуарах Европы или других стран. Оказывается, нема таких денег. Оказывается, вот даже найти 90 миллиардов на 2 года киевскому режиму, и то проблема большая. Что же говорить о проблемах, которые сейчас накапливаются вот в этих самых европейских странах? То есть, совершенно очевидно, что есть сила за милитаризацию Европы, которые на этом наживаются. Это представители военно-промышленного комплекса, огромные доходы, потому что легче всего делать пушки, ракеты, кто там посчитает. А труднее всего развивать страну, вкладывать инвестиции, строить новые предприятия, выходить на новый уровень технологий, обеспечивать население постоянно повышение жизненного уровня. Ведь европейцы к чему привыкли? После войны каждый год рос уровень доходов населения.
А вот сейчас Мерц выступил и заявил в Бундестаге, что вот, понимаете, наши социальные параметры, социальные планки, так сказать, подняты очень высоко. Мы не можем их обслуживать, их надо идти на снижение. Так а что, что до тебя-то всем хватало и повышали, а при тебе ты пришел, и все стало сразу. То есть существует другая значительная часть, которая все-таки понимает, что народу нужны все-таки масла, а не пушки. Поэтому идет постоянная борьба. То же самое, кстати, в Штатах происходит. Вот. То, что там Трамп заявляет, что вот его автомобильный концерн будет ракеты делать. Ну, сейчас у них закончились ракеты, может, так кого-то он там и наклонит. Но там тоже идут проблемы, потому что огромный, значит, долг, государственный огромный долг и так далее. Не буду это сейчас касаться. Во всяком случае, вернемся все-таки вот к той теме, которую вы подняли по инвестиционному форуму в Гданьске. Поляки прекрасно знают, кто такой Мельник, прекрасно знают. Это тот человек, который стоял после Коновальца у истоков создания вооруженного формирования бандитского УПА, Украинской повстанческой армии. Нарисовать ее героической просто невозможно, поскольку она никаких геройских подвигов в боях ни в каких ни с кем не вела. То есть у них не было боев ни с Красной армией, были засады какие-то, были стычки, были нападения из-за угла, но никаких боев не было. Если не говорить о столкновении дивизии СС «Галичина» с Красной армией, которая там за пару дней была разбита, и, так сказать, никаких остатков от нее не осталось. С немцами тоже не вела, потому что мы в свое время запрашивали немецкое правительство с просьбой дать нам информацию. Есть ли у них в архивах данные о столкновениях гитлеровских войск с УПА? Не было таких данных. И не могло быть, потому что, кстати сказать, в процессе создания УПА господин Мельник дважды имел личный прием у Гитлера. Ну вот мы с вами опытные люди, понимаем, что такое Гитлер, фюрер Германии, принимает какого-то Мельника. Для чего он его принимает? Но ясно, что не обсуждали там сорты чая там, или тортов или так далее, так далее. Поэтому поляки прекрасно знают вклад УПА в 1939 году, во время оккупации, а особенно 1943-1944 год. И они называют Волынь, Волынская резня. Это считают, во-первых, Волынь своей территорией, поскольку она была до 1939 года, территории Польши, и считают всех тех, ну, цифры разные оцениваются, и более 100 тысяч, и там назывались даже цифры 150 тысяч жертв, которые были умерщвлены именно воинами УПА. Поэтому поляки хорошо знают. И поэтому не случайно Лешек Миллер, с которым я, кстати, хорошо знаком, вот, выступил на этом заседании, сказал, что никаких инвестиций киевскому режиму не давать. Это абсолютно бессмысленно. Это страна, которая поражена коррупцией и так далее, и так далее. И поэтому вот я с самого начала говорил, да, во-первых, никаких инвестиций, соберутся ли эти форумы, не соберутся, будет там участвовать Зеленский или не будет участвовать. Никто не будет вкладывать ни копейки. Во-первых, война во время военных действий – это раз. Второе, даже когда война прекратится, не будут вкладывать просто по той простой причине, что инвестиции всегда же должны быть возвращаемые для любого человека, который обладает ресурсами. А что такое возвращаемые инвестиции в разрушенной стране, где нет электроэнергии, где нет воды, где нет людей, трудовых ресурсов, где нет хорошей логистики, где нет никакой банковской системы, и еще вдобавок процветает коррупция. Ну, кто будет вкладывать? Вот это можно десятки. Кстати, замечу, что вот за эти годы, прошедшие после переворота, всяких конференций инвестиционных по Украине, но было десятка, 3 или 4 или 5 их даже, я сбился со счета. И принимались различные решения, и намечались планы Маршалла для Украины. И даже создавалась комиссия во главе с бывшим премьер-министром Литвы, по-моему, Кубюлис был там председателем этой комиссии, которая должна была разработать план Маршалла. Ничего этого не было сделано. И невозможно было это сделать по целому ряду причин, о которых я сказал. Так, Александр, я немножко отвлекся. Ответил на ваш вопрос или нет? Ну, понимаете, просто тут же вопрос о мире, о договоренностях.
Мерц не просто так к этому миру призывает. И задача же какая сейчас, да, чтобы заставить, ну, в общем, ситуацию так выстроить, чтобы вот взять все, закончить войну, прекратить огонь, и, в общем-то, сразу раз, и типа мир, перемирие, и дальше уже дипломатическими путями о чем-то договариваться. А вместо этого, как бы, России дать опять газовый рынок Европы через американцев уже, поснимать точечно санкции. Вроде как и морковка есть, и кнут нашли с беспилотниками. Ну, то есть, вроде как объективно, если посудить, ну, нормальная же стратегия. Ну, я уже практически ответил на этот вопрос, тем более, что за меня это сделал Лавров несколько дней тому назад. Он сказал, что Россия никогда не согласится на замораживание ситуации по линии боевого соприкосновения. Во-вторых, на этот кнут с беспилотниками есть, естественно, ответ, и будет этот ответ, и найдется противоядие. Поэтому это все, еще раз подчеркиваю, все решается на земле. Куда пришла нога солдата, поставлен флаг там или так далее, вот это результаты. А конкретное разрушение где-то там, ну, поправят, исправят, изменят. Это все дело такое. Вот говорят там, положим, я уже вернусь к началу нашего разговора, когда говорили о нефтепереработке. Ну, кто-нибудь представляет себе, что объем переработки нефти в России – это больше 300 миллионов тонн. Ну, представьте вот эту цифру – 300 миллионов тонн. Ну, как вы думаете? Там, ну, конечно, огромная доля шла на экспорт. Сколько надо бомбить, чтобы, так сказать, вот что-то нанести, какой-то там урон. А просто, чтобы ну, голова должна поработать немножко. Тем более, что ну, процесс технологичный, конечно, но его можно осуществлять во множестве случаев и не с такой там степенью, как говорится, которая сейчас осуществляется. Это я имею в виду небольшие заводы, там, так далее, так далее. Все это быстро делается и реализуется. Ну, это один из вариантов, просто называю. То же самое касается любых нанесения любых нарушений в деятельности каких-то предприятий. Вот давайте на примере наших даже каких-то там украинских ТЭЦ возьмем. Сколько их раз бомбили, они продолжают работать. Да, выходят из строя, конечно, снижают мощности. Вот. Я улыбаюсь не потому, что мне там не жалко. Конечно, жалко. Вот. Но просто рассуждаю о том, что это все огромные сооружения, большие, вот, которые, чтобы разрушить, строили наши предки, да, строили надежно, а с учетом даже военных действий строили, я так подозреваю. Так что все это дело, значит, скажем, болезненно, неприятно, но не смертельно. Вот в чем вопрос. Вот. А войны же выигрываются только через вот такие вот серьезные поражения. Так, Александр, идем дальше. Мы тут Да, ведем. мы подведем итоги опросов сейчас и пройдемся по вопросам зрителей, которые остались. По итогам войны вернется к Украине что, на ваш взгляд? 2% считают, что Донбасс, 3% Крым и Юг, 11% части вне Конституции Российской Федерации, ну, то есть там куски Харьков, Сумы, и 84% считают, что ничего не вернется, еще и потерять могут достаточно большие территории, и это не мудрено, сейчас эвакуация идет, вчера объявлена с Черниговской области, населенных пунктов приграничья, да, с российской стороны. И до этого мы видели эвакуацию, эвакуационные мероприятия там, в Днепропетровской области и еще где-то. Спасибо, друзья, что проголосовали в этом опросе. Вот такие итоги. Действительно, Украина еще может что-то и потерять. Как вы прогнозируете ситуацию? Ну, если так будет идти, да, медленно наш теряет, каждый день теряет. И вот эвакуация, добавлю, не только вот те области, которые вы назвали, но и Краматорск, Славянск сейчас эвакуируется. И все вот это, собственно говоря, остаток от Донецкой области, он там идет процесс эвакуации. То есть, одно дело, что говорит Зеленский, а другое дело то, что реально делают те органы власти, которые вообще-то за это отвечают. Вывозится оборудование, например. Что такое Краматорск, вот если кто-то знает? Это два крупнейших машиностроительных предприятия. Новокраматорский машиностроительный завод и Старокраматорский машиностроительный завод. Новокраматорский делал все оборудование для создания вот Байконура, например. Да, вот эти гидравлические огромные значит,
домкраты, которые поднимали все эти, это все работа Краматорского завода. Это огромнейший завод, я его знаю неплохо. Да, он делал огромную номенклатуру продукции, экспортной продукции. Так что вот идет эвакуация. В какой-то Перечин, вот, куда там повезли эти машины, оборудование, трудно сказать. Что это такое за Перечин? Во всяком случае, крест ставится на этой продукции. Но еще раз подчеркиваю, любое предприятие можно восстановить, и оно и будет восстановлено со временем. А Мгм. что касается опросов, я считаю, что опросы подтвердили здравый смысл тех людей, которые, так сказать, отвечали на эти вопросы. Тут сомнений даже никаких нет. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Николай Ильич, режим Блиц, очень много вопросов вам оставили люди. Давайте вот так пройдемся, чтобы большее число успеть. Начнем с клуба зрителей Шелест, закрытое телеграм-сообщество. Спасибо всем за поддержку, что туда присоединяйтесь. Там камерная атмосфера, обсуждение. Ну и, собственно, да, то есть очень приятно, что поддерживаете. Так вот, Дмитрий задает вот такой вопрос. Николай Яныч, добрый день. Давайте вернемся в 2014 год и представим, что у президента Украины хватает сил принять решение на разгон Майдана силовиками. Событий 21 февраля не происходит. Верховная Рада не самоустраняет президента. Янукович в Киеве. Мы увидим сепаратизм с запада, Львовская, Ивано-Франковская область и так далее. В теории, как могли бы сложиться вообще события? Вот такой вопрос, Александр. Николай Яныч, с уважением, мира и добра. Спасибо за вопрос. Это самый главный вопрос. Потому что, скажем, в начале декабря, после захвата уже органов государственной власти, например, мэрии Киевской, да, Министерства юстиции, Министерства аграрной политики, стало ясно, что речь идет о государственном перевороте. Поэтому президент должен был использовать все свои конституционные полномочия как президента для защиты, прежде всего, государства Украины, для защиты конституционного строя. А для этого необходимо было интернировать или арестовать, прежде всего, лидеров так называемого Майдана и переворота. Все, и на этом бы дело закончилось. Не надо никого там было разгонять, там, ранцбойдами и так далее. Нужно было устранить ядро заговора, которые каждый день получали инструкции из американского посольства. И такие документы у нас есть и были на тот момент. То есть вся организация государственного переворота была задокументирована Службой безопасности Украины на тот момент. И от президента требовалось только одно – это использовать все свои конституционные полномочия. Он этого не сделал. Пошел на переговоры, на уговоры и так далее. То есть, если бы в Киеве был устранен очаг, то западные области немедленно бы были приведены в нормальное состояние. Никаких проблем абсолютно ни с каким сепаратизмом никогда не видел. Я много раз бывал на Западной Украине. Это люди и вся там правленческая структура, они четко подчинялись силе. А сила базируется в возможности государственной власти защищать Конституцию и само государство. Мгм. То есть Все. зеркальной ситуации не было бы, вы считаете? Конечно, не было. Вот я скажу, Александр, мне мои коллеги по правительству говорили, что вы финансируете западные области, Да. пенсии перечисляете, заработная плата, они вон там прекратили перечисление в центральный бюджет. Я говорю, как только это сделаю, я признаю распад Украины. Пока мы центральная власть, для нас страна едина. Мгм. Анна задает вопрос. Николай Яныч, здравствуйте. Вы рассуждаете о новом плане Маршалла для Украины. А кому он, собственно, нужен? Демографически население Украины убыточно, там одни пенсионеры и прочие социально емкие граждане. Зачем они нужны людям, которые сейчас владеют землей, недрами Украины? Западу, США, Мировому банку, BlackRock. По-моему, задача Зеленского сейчас внедрить план Маргентау для Украины, что он, кажется, и делает с успехом. Он в этом плане успешный менеджер. Кому и зачем нужна процветающая и густонаселенная Украина? Ну, Анна, вы совершенно справедливо спрашиваете. Во-первых, я не рассуждаю о плане Маршалла, потому что я его никогда не видел. С точки зрения для Украины никогда не видел. Я просто сказал, что я в него никогда не верил и не поверю. Теперь, то, что вы говорите, что, скажем, некому восстанавливать Украину. Да, сегодняшняя Украина сложно восстанавливать, но если придет разумное руководство страны и начнет реализовывать, скажем, первоочередные мероприятия по наведению порядка, восстановлению инфраструктуры, восстановлению промышленных мощностей,
постепенно люди будут возвращаться на Украину. Я знаю украинцев, но слушайте, сидеть там, значит, в Европе, занимать какие-то... Те, кто уже устроился, может быть, да, те, наверное, вряд ли вернутся. Но большое количество людей, живущих вне своей родины, вне своих родных мест, и которые когда-то имели неплохие заработки на Украине, да, и, в общем-то, жили, счастливо жили, вернутся, 100%. Поэтому ни одни пенсионеры, ни одни дети будут восстанавливать Украину. Постепенно этот процесс будет налаживаться. Я помню, как нам за короткий срок удалось увеличить рождаемость, снизить смертность, например. То есть люди в страну поверили, поверили. Значит, разумное руководство способно создать такие условия, при которых будет приток не из Бангладеш, а будет приток и возврат тех людей, которые будут видеть будущее в Украине. Так, хорошо. Следующий вопрос. Значит, из сообщества YouTube. Уважаемый Николай Янович, Надежда Зубковская задает вам этот вопрос. В эти дни и часы равняется с землей моя маленькая родина, небольшой городок Донецкой области Николаевка. Уже разбиты все жилые дома, практически все люди выехали. Кто не выехал, того хоронят там же под домами. И никто никого даже не пытается спасать. 14 тысяч жителей остались без крова. Как нам быть? Как жить дальше? Мы успели выскочить в Россию. В Украине есть такая программа по компенсации за потерянное жилье. А в России есть такая? Подскажите, куда идти, обращаться? Спасибо за ответ. Ну, я думаю, что когда Николаевка войдет в состав значит, Российской Федерации, то есть, ну, там же задача поставлена освобождение в пределах территории Донецкой области. Мне сейчас трудно судить, вошла она или не вошла сейчас Николаевка, я просто не представляю себе точно. То, естественно, действует программа предоставления жилья, каких-то определенных компенсаций. Можно это видеть на примере, так сказать, Мариуполя и других городов. Огромное количество жилья строится. Слушайте, война всегда разрушает. Она никогда ничего не созидает. А послевоенное строительство начинается прежде всего с восстановления значит, и городов, и поселков и так далее. Я вспоминаю свое детство, но все-таки я послевоенный. Я помню еще Калугу, в которой видел огромное разрушение, потому что там 12 дней велись бои за освобождение Калуги. И были очень большие разрушения. Я их помню. Пацаном еще помню. И я помню сегодняшнюю Калугу. Да? Так что все будет восстановлено. Так, следующий вопрос. А что мешает бывшим и беглым с Украины объединиться, создать правительство в изгнании? Даже почти легитимный президент есть. Запустить информационные каналы вещания на Украину. Неужели пресловутая поговорка, где два украинца, три гетмана, не дает шанса на спасение страны и людей? Ну, вы правы совершенно, когда говорите, что, значит, два украинца – три гетмана. Ну, поверьте мне, вот 30 лет политической жизни в Украине, я с этим столкнулся, да, и всегда, когда мне что-то предлагали, вот какую-то должность, там, пойти куда-то, я всегда отказывался. Вот можете проверить всех тех людей, поспрашивать, с кем я работал. Я шел только тогда, когда меня вынуждали куда-то идти. Потому что я знал, что как только какую-то должность займу, то сразу же пойдет интрига. И так со мной и было, кстати. Вот я работал премьером, все время шли интриги. Вот, может быть, вот эта черта, да, не знаю, она там генотип или что-то, но она мешает очень серьезное объединение. Очень серьезное объединение. Потому что, кстати сказать, политические силы, они же разделились. Кто-то в Европе, кто-то даже в Новой Зеландии, кто-то из Австралии там сообщает что-то. Много в России. Вот. И вот когда мы в начале самом, значит, пытались все-таки, значит, как-то объединить вот это политическое сообщество, да, то сразу возникали вопросы, а где я? Там, ну, это не для меня, я задаю вопрос просто от третьего лица. Вот. То есть, вот я всегда говорю, что, ребят, не самый главный вопрос, кто будет. Самый главный вопрос, как это сделать, чтобы все-таки вернуть Украину на путь конституционного развития. А когда это будет сделано, найдутся и гетьманы, и кто угодно дойдется. Вообще Украина талантливый народ. Вот это у меня, так сказать, никаких сомнений нет. И много способных руководителей. Кстати, из украинских руководителей формировалось руководство Советского Союза, так на минуточку.
Кристина задает вопрос. Добрый день всем. Николай Яныч, у меня к вам вопрос. Откуда такая лютая ненависть, зависть и комплекс неполноценности именно от украинцев? От идиотов во главе с ЕС и от Америки я там могу понять. Но именно от вас, славянской нации, это же уму непостижимо. Остается уповать на Бога, чтобы все образумились. Ну, что-то пока не образумливаются. Ну, вы ко мне не относите. У меня никогда никакой ненависти не было к украинцам и к России. Тут, естественно, не могло быть. Я же родился в России. А украинцам тоже никогда не было, потому что у меня супруга моя, я, кстати, особо и даже не задумывался в то время, потому что мы поженились там, господи, давным-давно. Вот, она по отцу, значит, украинка, и вся ее родня жила, по отцу я имею в виду, в Херсонской, Николаевской области. Вот. И мы ездили к ним, там, в общем, поддерживали контакты. Да, причем есть родня и жена там и так далее. Хотя я с тысячами людей, украинцев, работал, взаимодействовал и так далее. Поэтому никакой ненависти у меня лично нет. А вот я замечал злобность на Западной Украине жителей, пусть не обижаются на меня, не от всех, но от многих. И отношу это вот к чему. Потому что многолетняя пропаганда ненависти была и к полякам, значит, и к русским. Значит, все обвинялись они во всех бедах Западной Украины. В чем-то, может быть, это какие-то находило оправдания, потому что все-таки после присоединения Западной Украины к Советскому Союзу пошла коллективизация. Может быть, надо было с коллективизацией подождать. Потому что в основном основой сельского хозяйства на Западной Украине была хуторная система. Ну, может быть, не так следовало спешить с этой, так сказать, хуторной системой. Но я так просто ищу какие-то объяснения вот той, значит, скажем так, злости, которую я видел. Это не то, что я придумал. Я ее видел, ощущал на Западной Украине. Поэтому, ну, все это, слушайте, проходит. Вот мы же огромнейшую работу проводил президент Янукович и Леонид Данилович Кучма как президент, и я как премьер-министр, как первый вице-премьер, тому, чтобы все-таки устранить вот эти все, так сказать, явления негативные и все-таки объединить страну. Мне часто говорили, что это иллюзия, что это невозможно, что это Западная Украина. Это... Может быть, так и есть, потому что 300 с лишним лет или даже больше эта часть жила под другими абсолютно лозунгами, под другой идеологией, под другой политикой. Это австро-венгры, это поляки, это литовцы. Вот, может быть. Но вот в целом, и Украина и сейчас, на мой взгляд, так сказать, все это преодолимо. Так, вот такой вопрос. Николай Яныч, что с темой политзаключенных в Украине? Она застопорилась или какой-то процесс идет? Что вы об этом знаете? Благодарю. Денис спрашивает. Она не застопорилась, но сказать, что активное продвижение идет, значит, продвижение может идти с какой стороны? Ну, прежде всего, это сторона Запада, да? То есть мы отправляем письма, отправляем материалы, апеллируем к тем призывам, которые обычно западные руководители делают, что они вот всегда говорят о том, что вот Украина стремится к свободе, демократии, правам человека. А мы им задаем вопрос, а где же вы увидели эту свободу и права человека, если 20 тысяч политических заключенных, если арестовываются священники, литераторы, журналисты, простые люди, которые что-то не так сказали, им, так сказать, дают большие сроки. Иногда удается подключать к этому, значит, скажем так, каких-то более-менее заметных людей, там, конгрессменов, сенаторов Соединенных Штатов, каких-то политиков с других западных странах. Идут запросы. Наконец мы добились, что киевскому режиму пришли запросы уже из управления комиссара по делам политзаключенных ООН, там, например, другие правозащитные организации. Словом, эту тему, если ее не поднимать, то она будет, естественно, глохнуть, потому что Запад поддерживает вот этот режим. Вот он знает, что чтобы войну дальше вести, надо заниматься мобилизацией. До последнего украинца. Раз надо заниматься мобилизацией, значит, надо создавать такой режим, при котором любое инакомыслие исключено. И поэтому западные страны, куда мы неоднократно писали, обращались, давали материалы. Да что там нахрен материалы? Ведь
в стране существует посольство западных стран. Там, например, Германия, там, например, Великобритания, там, Франция. Посольства, ну, они по долгу службы, там есть и разведывательные всякие структуры, они по долгу службы сообщают, в общем-то, объективную информацию своим правительствам. И о той политике, вот когда людоловы там действуют на территории, и о политических заключенных, о преследовании церкви, они вынуждены сообщать то, что происходит. А вот как реагируют? А реагируют вот так. То есть они считают, что пока вот идет конфликт с Россией, то все эти конституции в отпуске или там, так сказать, не На действуют, паузе, да. на паузе. Перейдем к вопросам из чата. Давайте отсюда несколько вопросов. Спрашивает пользователь, почему Янович и Янукович в 2012 году не привели федерализацию Украины? Вот интересно, человек, который задавал этот вопрос, он вообще об Украине имеет какое-то представление? Если он имеет хоть какое-то политическое представление, пусть он мне ответит на вопрос. После 91 года у Януковича, у Яновича хоть раз было большинство в Верховной Раде. Ну, с коммунистами же было большинство. Я повторяю, большинство было там, положим, с коммунистами, был период такой небольшой, да. А вот конституционное большинство было у нас хоть раз. Ни разу этого не было. И даже когда голосовалась Конституция, так называемые коммунисты голосовали вместе с националистами. Вот это, может быть, кто-то забыл, а я прекрасно помню. А откуда появился желто-блакитный флаг? Так? Откуда появился трезуб? Это ж символ кого? Вот тех самых, против которых поляки сейчас и возмущаются. И тем не менее, вот компромиссы были какие-то получены, достигнуты. То есть, отвечая на вопрос очень простой. Федерализация поддерживалась на раннем этапе развития Украины. Вот 1994 год, я помню свои дискуссии с Черновиловым, руководителем националистических группировок в Верховной Раде, групп. Так вот, он мне тогда говорил: Николаевич, я поддерживаю федерализацию. И мы даже с ним обсуждали, сколько должно быть федеральных округов и так далее, и так далее. Потом позиция националистов изменилась. Кто им там, значит, они же тоже были под руководством Запада. Но вот у нас никогда не набиралось, во-первых, противником, уж я вспоминаю сейчас, противником федерализации стал президент Кучма Леонид Данилович. Он и так власть центральная шаталась и, так сказать, была не сильной. А он говорил: ты что, какую федерализацию? Все, развалим страну. Естественно, сменивший его Ющенко тоже был противником федерализации. То есть, еще раз подчеркиваю, что политически абсолютно правильно, конечно, федеральное устройство Украины, где бы были выделены федеральные округа, где были сохранены те, скажем, значит, порядки, которые должны были бы соответствовать настроениям, вот, в том числе по языку и там, по идеологиям и так далее, и так далее. Но страна бы объединялась общими задачами безопасности, там, обороны, промышленного развития, например, и так далее. Но вот этого не осуществилось, потому что, еще раз подчеркиваю, назовите мне хоть один период, когда нам удалось, ну, скажем, стабильно работать там, 10 лет. Вот первый наш срок пребывания у власти – 2 года. Второй срок пребывания у власти – 2 года. Третий срок пребывания у власти – неполных 4 года. Все. Что можно было сделать за 2 и за 4 года? Что-то удалось сделать. Но такие кардинальные проблемы, как, например, язык государственный, да, федеративное устройство, вот условиях беспрерывных противоречий, беспрерывных интриг, ну, я не видел возможности даже. Наталья Шмакова, здравствуйте. Как вы считаете, смогут ли украинцы изнутри, как сила, сместить нынешнюю власть Украины Майданом, лопатой, молчаливым протестом? Или это возможно только извне? Благодарю. Ну, возможно, на мой взгляд, возможно. Почему? Потому что власть на самом деле слабая. Несмотря на карательные всякие акции, она держится исключительно на поддержке Запада. И если эта поддержка Запада по тем или иным причинам ослабеет, а найдется организованная политическая сила, которая призовет народ к смене власти, вопрос может быть решен внутри страны. Угу. Только так. Кто противодействовал, Александр Леонов спрашивает, в 2012 году в правительстве при обсуждении вопроса русского языка?
Но в правительстве таких не было, насколько я помню. В 2012 году, что имеете в виду? Закон Кивалова Да, о на региональном Рождество, статусе, да. он был принят в 2012 году. Ну, там, по-моему, противодействие было на уровне Верховной Рады, а на уровне правительства никто не противодействовал. Сергей, вопрос. Азаров осознает, что Россия больше дешевых ресурсов Украине не предоставит. Все исключительно по рынку. Раз незалежность превыше всего, как показала практика, украинец, получается, полностью неблагодарен. Ну, я бы не стал такими категориями украинец, неблагодарен там и так далее. Потому что вопрос цены на газ со стороны Украины решали определенные олигархические силы. Если вспоминать 90-е годы, то Россия нам вообще поставляла газ по $19 за 1000 кубов. Я помню это время. $19. Вот кто там не знает, а пусть подкроет справочники какие-то, интернет и посмотрит. Потом по $49. И доехали до почти 500. Поэтому, скажем, не надо нам, я всегда такой позиции придерживался. Конечно, хорошо, если у нас существуют какие-то отношения дружественные, да, и мы где-то на чем-то выигрываем, на чем-то уступаем. Вот, например, когда мне пришлось решать вопрос, я просто пример приведу. С Казахстаном у нас была засуха, и нам позарез необходимо было 200 тысяч тонн твердой пшеницы для выпечки хлеба получить из Казахстана. Но цена, которую казахи предложили нам, в том числе Назарбаев, она нас не устраивала, потому что это привело к повышению цен на хлеб в 2 раза. Это страшно для людей простых. Вот, это я ж понимаю, о чем я говорю. И вот мы начали с Назарбаевым переговоры. Мы говорим, давайте вы нам все-таки цену на хлеб, на пшеницу, значит, дайте такую, какую мы просим. А мы просили 90, там, ну, максимум $110 за тонну. Вот. Но мы вам вот эту разницу там, между там, 150 там, долларов, 160, вот, мы вам компенсируем за счет транзитных перевозок. Например, мы ваши грузы же возим из наших портов. Мы вам дадим скидки определенные. То есть получим, ну, баш на баш, грубо говоря. Вот точно так же мы, кстати сказать, действовали, когда вырабатывали оптимальную цену на газ с Россией. То есть мы просили их снизить цену на газ, а взамен обещали снизить цену на транзит газа. Потому что транзит газа – это наши затраты. Это наши компрессоры, там, ремонты и так далее, и так далее. И мы договаривались, там, вот такая-то будет цена на газ, который мы покупаем, вот такая-то цена будете платить за транзит. То есть всегда можно было найти общий язык, если к этому не подключались вот олигархические интересы, которые на газе зарабатывали. Мы это видели на примере формулы Тимошенко, например, ну и так далее. Ну, давайте завершим вот таким вопросом. Тоже такой нарративный, такой стереотипный вопрос, но тем не менее. Николай Яныч, видите ли вы перспективы благополучия именно у независимой Украины, если история доказывает, что Украина всегда была благополучная и процветающая только в составе империи? Вот смотрите, насчет империи не буду говорить, но в составе Советского Союза, хотя и по империи можно данные посмотреть, но все-таки в составе Советского Союза Украина была самой высокоразвитой республикой Советского Союза. Ну, это абсолютнейший факт. Так, но благодаря чему? Благодаря общему единому экономическому пространству, благодаря огромным субсидиям со стороны центрального бюджета. Потому что Советский Союз, правительство, руководство Советского Союза было заинтересовано в развитии и использовании крайне благоприятных условий, например, которые были и имелись в Украине. Ну, не сравнить же, скажем, Украину с каким-то там Якутским краем, условно скажем. Я не хочу там никого обижать, но просто не сравнить. И поэтому вкладывались деньги в то, что как можно быстрее давало отдачу. Но при этом довольно большие дотации вкладывались в развитие Украины. Поэтому, естественно, заслуга тут не только самой Украины, народа Украины, но и заслуга центрального правительства России, Советского Союза, которое оптимально пыталось распределить свои ресурсы. Теперь с точки зрения независимости.
Если бы Украина в составе СНГ, например, Содружества независимых государств, приняла бы линию сохранения единого экономического пространства, то, что есть в Европейском Союзе сейчас, вот 27 стран Европейского Союза, они что? Чем объединены? Объединены единым экономическим пространством. То есть свободой передвижения рабочей силы, капитала, услуг и товаров. Вот. То есть свобода была, не было ни таможен, ни пограничных барьеров, законодательство унифицированное. Мы же все это в 1991 году имели. У нас не было ни таможен, ни границ. И у нас свободно передвигались товары, капитал, рабочая сила и так далее, и так далее. Зачем мы все это разрушили? Разрушили, потому что во всех абсолютно республиках пришли националисты, и в интересах личного, абсолютно подчеркиваю, личного обогащения своего, так? Лучше я буду князем в бедной Украине, чем буду каким-то зависимым человеком, значит, в объединенном экономическом пространстве. Мы убеждали тогдашних руководителей Украины в 1992 году: не выходите из рублевой зоны, пока вас не выгонят оттуда. Это же нам было понятно. Не вводите никакие купоны карбованцы. Пока есть рубль, это мировая валюта, в которой можно рассчитываться, вести расчеты. И вы сейчас обрубите, какой Узбекистан, какая Франция будет торговать за купоны карбованцы. Словом, мы сами разорвали вот ту систему, которая могла бы сохранить все преимущества и использовать, скажем, те возможности, которые были у Украины. Конечно, никто бы нам никаких дотаций бы не выдал. Огромные дотации шли, потому что у нас, например, себестоимость угля была высокая. Она иногда в 5-10 раз превышала себестоимость, там, например, казахского угля или там, кузбасского угля. Но все надо было считать, выстраивать нормально, не ломать связи народно-хозяйственные, сохранять вот этот рынок общий. И Украина могла процветать. У меня сомнений никаких не было. Уже даже вот на том, что мы начали переговоры о едином экономическом пространстве в 2003 году, у нас темпы роста Украины были 15%, 14%, 12%, 10%. Даже вот на том, что мы начинали создавать единое. Бизнес понял, что надо вкладывать. Одно дело вкладывать в страну бедную, в нищую, а другое дело в огромный рынок. Так, Да, Александр. друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем эфире. Николай Азаров, благодарю за время и мысли. Всего доброго. Друзья, Так, спасибо большое за то, что побывали на нашем эфире, позадавали вопросы, получили ответы. Напишите что в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Ну и самое главное, берегите